Это частное лицо. Фамилия его Маск, зовут его Илон. Он сказал Зеленскому, что хорошо, я могу это сделать, включить Starlink над Россией. И если мне Трамп скажет, Зеленский приехал к Трампу, и Трамп отказал. Тот заперся, выпил крепко, заперся в каюте у себя и не выходил несколько дней. Вот так вот изуверская, нечеловеческая идеология живет внутри человека, и потом вдруг просыпается спустя много лет. У меня подозрение, что там в группировке «Центр» что-то готовится, раз туда пришел Иванаев. Угу. Какое-то наступление, я не знаю что, но там что-то должно произойти. Всем привет! Как видите, открываем дачный сезон в этом месяце. Будем немного снимать на природе. У нас уже был в прошлом году такой эксперимент. Мы записывались на даче, и вы даже писали нам, что получилось удачно. На даче удачно, но пусть будет. И в этот раз вот решили мы повторить. Потому что нас об этом спрашивают постоянно. Когда уже на даче будете снимать? Да, я рад приветствовать всех, кто к нам сейчас присоединился. Традиционно напоминаю, что за актуальными комментариями, пожалуйста, все в телеграм-канал. Ну и отдельная наша благодарность всем, кто поддерживает нас на Бусти, и всем, кто вот сегодня в процессе просмотра этого выпуска решит, что он может нам помочь материально. Спасибо. Спасибо, да. Начнем мы, как всегда, с сообщений о взятых населенных пунктах. На этот раз группировка войск «Север» отличилась. В Сумской области это Рыжовка, Магрица и Малая Слободка. В Харьковской области Юрченково, Веровка, Ольговка, Бакшеевка, Устиновка и Белый Колодец, о котором не раз упоминали. В ДНР это населенные пункты Красноярская и Стенки, а в Запорожской это Любицкая и Зорница. Что касается карт, положения сторон и как мы оцениваем театр военных действий, здесь очень много зависит от оценки командования. Они объявляют, что они заняли какие-то населенные пункты, а во многих из них еще продолжаются бои. Хотя, в принципе, раньше там боев не было, вот вроде как российские войска туда зашли. Еще в каком-то моменте временном командование считает, что можно уже объявлять, что оно занято. У меня подозрение, что там где-то в компьютере заложен баланс, да, так сказать, какой-то, что с какого-то момента количество занятых домов или перевеса в живой силе, которая туда зашла над украинской, населенный пункт считается под контролем российской армии. Вот примерно вот так. Иначе как объяснить вот это вот нельзя. Мы продолжаем говорить о боях там. Совсем недавно они бушевали еще в районе Александровки, хотя она уж была объявлена занята бог знает когда. Ну и это справедливо для очень большого количества населенных пунктов, которые ты называл даже и сегодня. К северо-востоку от Белого Колодезя образовался здоровенный, довольно приличных размеров карман. Я его померил. Получилось где-то не менее 350 квадратных километров, а то и все 400. Бойцов ВСУ там на самом деле внутри совсем немного. Я имею в виду, что в сообщениях с фронта, от источников, исходят цифры там 500-600 человек. Вот прям на такой большой участок. Это вот как раз и есть отражение современной тактики, когда если у тебя полностью все обеспечено беспилотниками, тогда тебе для того, чтобы закрыть такой большой кусок, достаточно вот такого количества. Но если сейчас российские войска этот карман срежут, перережут, так сказать, там снабжение резко осложнится, хотя беспилотниками можно будет снабжаться, придется отходить. В принципе, можно отходить уже и сейчас. Вот этот карман для командования вооруженных сил Украины не дают ничего, вообще ничего. Ни с точки зрения будущих каких-то действий, там, наступлений и так далее, ни с точки зрения контроля воздуха. Получается, что это наполовину уже плацдарм. Надо заботиться о его поддержании и так далее, заботиться, чтобы не было чрезмерных потерь среди личного состава. То есть, в принципе, можно уходить. Но проблема. Большая площадь.
А перед союзниками, в первую очередь, конечно, перед Трампом, надо, так сказать, выглядеть такой, показывать, что здесь организована незламная оборона, да, и, в общем, сугубо по политическим причинам, я думаю, что все-таки сражаться здесь будут до последнего, даже в самой неудобной конфигурации. Будут все равно. Уж больно большой кусок. Но, в общем, это, конечно, эпизод. Обращаем наше внимание на Купянск. С точки зрения оперативного контроля город практически взят. Но бои уже не в центре, а на севере и на западе города, самые свирепые, вспыхивают постоянно. То есть говорить о настоящем контроле, полном, не приходится. Тем не менее, вооруженным силам Украины, особенно там, не на что рассчитывают, просто сил не хватает. Почему? Главная проблема ВСУ в этом конкретном районе, в Купянске, в том, что очень много сил переброшено на другие участки в качестве резервов. Да? Резервов оперативных в глубине фронта нет, прям берут отсюда. И на север многое перекинуто, и не только на север. И все это теперь забота нового командующего, Дропатова. В общем, по большому счету, там и боев таких активных нет, потому что просто украинская армия попятилась за реку, а российская армия пытается создать новый плацдарм, не создать, а расширить его. Новый плацдарм уже далеко на запад от реки. Ближе к району основных боевых действий лежит Лиман, про который давно ты не упоминал, несмотря на то, что это главный город на пути к Славянску. Да, который запирает оперативное направление на Славянск с севера. Но там ситуация такая, что продолжается через Риткадуб движение украинских войск с плацдарма, опять-таки, то есть в очень неудобной конфигурации украинцы продвигаются, с проблемами в снабжении, тем не менее, продолжают двигаться на Риткадуб. И, в общем, как я уже сказал, фактически штурм Лимана, не штурм, а полное владение Лиманом сдвинуто как минимум на 2 месяца. Угроза непосредственное окружение 20-й армии российской на этом выступе, она миновала. Сейчас уже об этом не задумываются, по крайней мере, таких комментариев с фронта не поступает. Но при этом мы должны вспомнить, что 4 июня при посещении фронта Путиным Герасимов докладывал, что российские войска в основном закончили операцию по владению Красным Лиманом. В российской традиции называется Красный Лиман, украинский карта Лиман, да? Человек предполагает, а Господь располагает. Всякие бывают случаи на войне, всегда полководец сталкивается с волей другого полководца. И неизвестно, как повернется ситуация. Это противоборство. Как говорится, сел за шахматную доску, должен понимать, кто против тебя сидит. Для себя просто отметим, что до решения этой проблемы с наступлением от Риткадуба в тыл 20-й армии взятие Лимана отложено. Предположим, вы собираетесь в путешествие за пределы России. Нужно оплатить отель, забронировать автомобиль, купить билет. Но как за все это платить, если российская карта не работает? А может быть, вы никуда не едете, а просто хотите хранить часть сбережений на зарубежном счету или оплатить подписку на зарубежный сервис. Все эти задачи в последние годы стали заметно сложнее, но у нас все еще есть простой способ их решить – оформить зарубежный банковский счет. С ним все это снова будет доступно и легко. А оформить такой счет поможет команда Skyzet. Они уже сделали это более чем для 15 тысяч клиентов. Skyzet дистанционно открывает счета и оформляет именные карты в банках Грузии, Армении и других надежных банках СНГ. Для оформления понадобится только загранпаспорт любой страны или паспорт РФ. А сам процесс может занять от 1 дня. В Skyzet можно подобрать карту под конкретную задачу. Более доступный вариант для подписок и зарубежных сервисов, карту для путешествий и аренды автомобилей или счет для жизни за границей и регулярных международных переводов. С карты также можно снимать наличные за рубежом по выгодному курсу, без лишних конвертаций. Карты привязываются к Apple Pay и Google Pay, а счет можно пополнить переводами из российских банков, в том числе из Сбера и Т-банка. Приложение банка и поддержка доступны на русском языке, а команда
команда SkySet остается на связи и после оформления. В зависимости от тарифа доступны дополнительные возможности: страховка для путешествий, ускоренный проход в аэропортах и посещение бизнес-залов. Есть варианты с бесплатным обслуживанием и доходностью на остаток счета. У SkySet демократичные цены и несколько способов оплаты. Можно оформить рассрочку или внести остаток после изготовления карты. Если открыть счет не получится, команда вернет деньги. По промокоду Ширяев действует скидка от 5 до 15 тысяч рублей. Она суммируется с другими акциями SkySet. Так что, если вы задумываетесь об оформлении зарубежного счета, переходите по ссылке в описании. На Славянск войска движутся через, в том числе, главное направление через Николаевку, там идет электростанция стоит. Можно его превратить в такой укрепрайон для накопления операторов дронов, накопления войск и так далее. Вот это важный такой пункт на пути к Славянску, и ВСУ его обороняет изо всех сил. И сносит его кабами. Николаевку, этот городок, сносит буквально не по-детски. И мало что от нее уже скоро останется, вообще-то говоря. Я думаю, что до занятия Николаевки не так много времени осталось, на самом деле, уже. Потому что там малые группы российские заходят уже свободно достаточно до середины городка. Ну, а что такое заход малых групп, если они уже так не разведывательно, а именно прямо накопление? Вот так сейчас выглядит штурм города по новой тактике. Движение на Краматорск, даже наступлением его не хочу называть, действительно, это просто продвижение к Краматорску для того, чтобы зацепиться за городские кварталы и начать туда проникновение. На Краматорск движение идет через Васютинское. Это уже близкий населенный пункт. Есть уже карты, которые показывают 4 километра дистанции до Краматорска. И я считаю, что нет, все-таки 7 километров. Но это все равно уже очень близко. 7 километров — это предельная дальность миномета. Артиллерия уже свободно обстреливает Краматорск. Так это значит, что уже бомбят? Вовсю. Кабами? И кабами. Всем вообще, так сказать. То есть Краматорск полностью в зоне контроля не просто средств дальнего огневого поражения, а полковой артиллерии, в буквальном смысле слова. И Васютинское, конечно, очень важный пункт. Это последний пункт перед городской застройкой, куда можно накопиться и рвануть. Быстро. Где будут потом солдаты. Да, из-за этого тоже в Васютинском, как и в Севере, в Николаевске, идут отчаянные бои. Его тоже сносят прям буквально кабами. И вооруженные силы Украины зацепились на него и держатся как могут. Какой смысл его сносить, если городская застройка должна, наоборот, помогать скрывать? Потом, конечно, я согласен. Но чтобы не терять своих солдат, рациональнее получается сначала просто все изничтожить, все возможные укрытия, какие там только есть у украинской армии. Украинская армия, бойцы тоже же не сидят там, флагами не машут, мы тут. Там все попрятались, понимаешь, сказать, максимальный ущерб такой тактики, да, скрытого размещения войск, он наносится в небольших населенных пунктах именно корректируемыми авиабомбами. И из-за этого там просто, сказать, ад творится. И украинская армия, сжав зубы, держится сколько может. На самом деле, конечно, долго не продержится, все равно будет отступление оттуда, я так думаю, из Васютинского. Если только не будет каких-то резервов свежих. И, кстати говоря, само количество ударов корректируемыми авиабомбами — это прямой показатель важности, который Герасимов этому пункту уделяет. Я имею в виду Васютинскому, да. Если там действительно такое количество авиабомб падает, то это прямо означает, что направление главного удара. Движение на Дружковку с обратной стороны через долину, речка, в которой стоит Красный Кут, оно приостановилось сейчас полностью. И со стороны Алексеевой Дружковки тоже. То есть в Алексееву Дружковку прям уже зашли войска, все, там уже внутри городские бои идут. Уже ситуация похожа на то, которая она была в Константиновке перед этим. Уже просто все. В Алексеевой Дружковке, по современным понятиям, можно сказать, начался штурм. Но очень опасно вклиниваться в территорию противника слишком далеко, узким языком таким.
потому что ты насквозь простреливаешься со всех сторон, и нужно обеспечить фланги, то есть расширить, раздвинуть бока свои, да, и на юге это удалось, а вот на севере, там, где Часов Яр, на севере от Дружковки, на северо-запад, еще продолжаются бои с тем, чтобы вынудить вооруженные силы Украины полностью выйти из последних там домов на окраине Часового Яра. Я уже говорил, что там буквально рота какая-то осталась. Столько времени уже прошло. А держатся, вот держатся они, да, и снабжение их осуществляется дронами. Добропольское направление, чем оно интересно? Там теперь новый командующий Иванаев. И на том участке фронта, который ему поручили, группы «Центр», да, это главное направление удара, которое предыдущим командующим было выбрано, где идут самые главные бои. Идут эти бои по направлению к Доброполью на точке, где все сошлось. Это населенный пункт Водянское. Северный, между Водянским и Доброполем прямо карман тоже образовался, который, в принципе, можно срезать. Вот за это идут сражения. Там, в этом кармане, находится террикон. Когда шахтеры наружу породу выкидывают, уголь в одну сторону, его увозят железнодорожные составы. А пустая порода, не уголь, ее скидывают специальным приспособлением, сбрасывают и сбрасывают и сбрасывают. Искусственная насыпь получается такая. Это просто результат отходы деятельности шахты за многие-многие годы. И вот он растет, растет, растет. И вот этот террикон, это высота. С нее очень удобно и управлять дронами, и отстреливаться, все, что хочешь. Управлять войсками, наблюдательные пункты размещать. Вот после того только, как этот террикон будет занят, там будет что-то решено. Сейчас этот террикон находится в руках вооруженных сил Украины. Сейчас. Два слова вообще о терриконах. Это особенность Донбасса. И особенность такая, которой нет нигде в мире больше. Никаких сражений в таких краях шахтерских не было. А тут прям что не шахта, то террикон. Понимаешь, вот степь ровная, а потом бах, вот эта вот гора. И в Горловке, на шахте имени Гагарина, террикон 200 метров высоты. Можете себе представить, вот такая гора. Вот. Ну вот мы, когда едем там по своему маршруту, видим насыпь искусственную, на которой стоит зенитный комплекс «Панцирь». Вот, для него сделали насыпь. Она и так внушительно смотрится. Но это на самом деле всего там 20 метров. А представь себе, 200 метров гора. И вот ее за долгие годы шахтеры насыпали гигантскую. И с нее открывается прямо вот оперативный простор. Вот все видно. Вот за эти терриконы в значительной степени идет драка. Постоянно они сражаются. Они стали по обстоятельствам главенствующими высотами повсеместно. И закончатся они, практически вот на этом терриконе. Там в районе Родинского еще есть. Все дальше уже в сторону Днепра, по-моему, просто степь. Секунду, про Доброполье. Поясни просто основные направления. Это Дружковка, Славянск, Краматорск. При этом ты говоришь, что Доброполье – это главный участок группировки «Центр». Да. Почему? Если удастся там развить наступление и продвинуться на север, то Доброполье сразу закроет всю проблему вот этого вот Красного Кута, продвижения на Дружковку. Это какой-то очень мощный обходной маневр в тыл уже даже Краматорску, не Дружковки, прямо Краматорску. Вот. Ну и такая долгая перспектива, но, в общем, важнейшее такое направление, которое украинское командование видит его опасность. Именно поэтому там поставили очень мощные, так сказать, силы, и они отражают все атаки вооруженных сил России, сколько бы их там не было за последние 3 месяца, да, продвижение очень неспешное. Оно есть, но очень неспешное. И именно из-за вот такой тактической опасности самого выбранного направления удара. Раскрою тайну. Тюменская техника Кейс-Гору производится в Китае, где сосредоточены 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Кейс-Гору написано «сделано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства, а в Китае масштабируют производство. Глава компании Кейс-Гору Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационную технику,
метод для уборки по старинке, без химии, но с ориентиром на стандартной медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина. Теперь можно быстро убраться без мышечной усталости с беспроводным пылесосом TurboSeal. У этой новинки Case Guru рекордное соотношение длительности работы и мощности. За счет высокой силы всасывания он может очистить мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станции самоочистки Case Guru Самочист. Тюменский самочист производит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру пылесоса можно наблюдать за домом из любой точки города. Чтобы быстро, эффективно и безопасно очистить окна, пригодится робот-мойщик Case Guru Чистобот. Он отмывает 20 видов поверхностей – горизонтальных и вертикальных. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, чтобы выбрать инновационное устройство Case Guru для уборки. И забирайте промокод SHIR07 на скидку до 1000 рублей. Командующий группировкой войск «Восток» сменился, в том числе, об этом чуть позже, но какая сейчас ситуация за минувшую неделю? Там на его место заступил командир штаба, начальник штаба. Российскую армию не сумели выбить из Старноватого до конца, там все равно остаются российские войска, идут городские бои, все, так сказать, заявлять его как место, занятое полностью украинским вооруженным силам Украины, нельзя. Но, я говорю, восточнее продолжается наступление украинской армии, по крайней мере, давление, тактическое давление на широком фронте до 30 километров. Новому командующему, который, конечно, с этой обстановкой знаком, он там штабом командовал в этом месте, он все знает, надо будет эту проблему решать, потому что ему, видимо, особых резервов-то не дают, а с украинской стороны подходят постоянно резервы. И это прям фиксируют источники и называют там номера частей и так далее, которые там оказываются, правда, не целыми бригадами, а батальонами, там, в разбивку, что называется, рассыпным горохом, да. Но, тем не менее, постоянно пополняется группировка и такое противоборство. Я думаю, что это главное операционное направление украинской армии. И хотя задача, как я уже говорил, выхода прямо к Крыму, она пока нерешаемая, тем не менее... ближайшая задача – это выход в тыл группировки войск «Восток», наступающей, той части ее, которая наступает на Орехов, чреватая даже полным окружением. Даже так, по крайней мере, ударом в тыл, ударом в спину. И, конечно, до того момента, пока новый командующий не решит этот вопрос, не остановит это наступление, не выровняет линию, зону контроля взаимного по прежнему положению, я думаю, что перспектив наступления на Орехов нет. Это и есть стратегическая оборона с элементами активной обороны в чистом виде прямо перед нами, как ее реализуют ВСУ. С контрударами, заходами в тыл и так далее. Все. Победить не могут, но остановить противника, да, сумели. Тут зрители, конечно, могут спросить, а какая дальнейшая цель? Остановили, а дальше что? Надо двигаться, переходить в Нет. Стратегическая оборона в украинском представлении, она такая. Будет день, будет и пища. Сегодня остановили, а что будет завтра, посмотрим, потом разберемся. 31 июля группировка войск «Восток» сообщила, что на этапе выдвижения в атаку была накрыта огнем украинская бронегруппа, там погибло 3 бронированных машины, 16 автомобилей, там какое-то количество людей. В общем, одно из многочисленных сообщений, таких много. И и что? Просто это доказательство, что украинские командиры тоже экспериментируют, они тоже время от времени возвращаются к идее атаки бронегруппами. Так же, как мы в прошлый раз рассказывали о разгромленной бронеколонне российской армии в неудачном наступлении, также точно сейчас мы читаем про аналогичное, может быть, меньше масштабом, неудачное наступление украинской армии, тоже бронированной колонной. Идея бронированной колонны не умирает, она живет в мозгах и украинских, и российских военных постоянно. Я вижу, что командующий группировкой войск «Восток» и командующий группировкой войск «Днепр»
убеждены, что они очень четко контролируют ситуацию, они не допустят этого выхода в тыл. Все у них в руках, они, так сказать, ведут оборону, тоже сами, да, против украинского наступления, но то, как они действуют, выказывают абсолютную уверенность в своих силах тоже, вот на этом участке. Но при этом все, что я говорил о стратегической обороне Украины, остается в силе, конечно же. Главная новость уходящей недели, связанная с российскими вооруженными силами, это перестановки там. Собственно, Андрей Иванаев, который возглавлял группировку войск «Восток», переведен в группировку войск «Центр», а начальник штаба, собственно, возглавит теперь группировку войск «Восток», это Петр Болгарев, а уже бывший начальник группировки войск «Центр» Валерий Солочук переходит в аппарат Министерства обороны. Ну да, он на должности заместителя будет отвечать за все тыловое снабжение армии. Как Путин выразился, все возьмет в свои руки. В едином месте будет распределяться все обязанности по тылу. Да. Ну и, наконец-то, стало известно имя человека, который возглавил войска беспилотных систем. Им стал Денис Лямин. Это начальник штаба группировки войск «Центр». Значит, группировка войск «Центр» у нас в одночасье осиротела. Ходило много слухов, среди военкоров и источники с фронта интересовались все, кто там нами будет командовать и так далее. В общем, фамилии назывались разные, в том числе и гражданские, люди, которые не имели к армии отношения до этого. В очереди на должность стояло много людей. Это прям чуть ли не десяток. И среди них были военные, которые давно уже были сняты с должностей, и были совершенно неожиданные какие-то предложения. Все это отражает новизну. То, что вот действительно невиданный род войск, который вот есть, только две страны есть, Россия и Украина, в котором как род войск существует. Ну и, как сейчас мы видим, и существует два способа назначить начальника. Первый – взять продвинутого гражданского, который не имеет военного образования, военного взгляда на поле боя, да, но, тем не менее, зато он в технике, вот во всем этом понимает, и самое главное, если это бизнесмен, он может принести бизнес-практики современные туда. Так поступила Украина. Там у них просто чисто гражданский, что называется. Хотя он воевал до этого, но мы его никак не можем отнести к военному с настоящим полноценным военным образованием. Вот. И второй способ – это взять общего войсковика, так называемого, то есть командира с широким взглядом, с опытом большим, а начальник штаба группировки войск «Центра» – это человек с незаемным опытом, очень серьезным, вот, что прям на пике стоял. И, конечно же, есть вопросы в том, как он впишется в совершенно новый род войск, освоит ли он его, увидеть, но вот получилось так, что сейчас начнется соревнование между этими двумя людьми. Один гражданский, другой военный. Кто лучше организуется и какие у них вообще ресурсы в руках. Потому что пока вот не было командующего, группировка российской армии развивала, без сомнений, ну, Министерство обороны, конечно, развивала беспилотные войска, но совсем не так быстро, как это делала Украина. Совсем не так быстро. То есть там совершенно четко нужен какой-то новый импульс, большой, серьезный импульс. Военный опыт и взгляд как бы с птичьего полета, да, на театр военных действий, он тоже дорогого стоит. Я еще предлагаю тебе обратиться и к украинскому опыту. Вот ведь только что сняли, там тоже же большие перестановки, да, на Украине, только что сняли команду. Это прям зеркально. Ну, правда, да. У нас не такие перестановки были же. Да, у нас были, наоборот, повышения, скажем так. Ну, да, все ушли на повышение. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что вот только что сняли министра обороны Украины, молодого этого бизнесмена Федорова, который развивал... Маркетплейс военный. Да, маркетплейс военный, а до этого он отвечал за цифровую трансформацию всей украинской экономики и так далее. Его генеральная идея была в создании системы обратной связи через маркетплейс. То есть то, что дорого стоит, а боевые качества машины сомнительные, не должно попадать на фронт в больших количествах. И
И он столкнулся прямо с лоббированием непосредственно с людьми, которые на этом зарабатывали, которые огромные заводы имеют, которые по сборке, да, и сборочное производство, не заводы, сборочное производство. В общем, все серьезно. Вот я подозреваю, что похожая борьба тайно проходила административными методами, велась внутри Министерства обороны. То есть были люди, которые были заинтересованы в продвижении того или иного персонажа на эту должность. Я считаю вот этот выбор оптимальным. В условиях, когда каждый хочет поставить своего командующего, который будет закупать беспилотники именно у него, да, я считаю, что вот этот выбор оптимальный. Это человек, который, Лямин, не связан ни с одной производственной группой. Вот сравнительно недавно Мордвичев принимал парад в Москве, начальник сухопутных войск, который до этого был предшественником Иванаева на этом посту. И отошел как-то в сторону по непонятным причинам. Я считаю, что Иванаев, он второй по своим дарованиям и по своим достижениям после Мордвичева. Это два человека, которые просто по своей карьере, по достижениям резко выделяются среди многих других. И вот то, что ему поручили вот эту группировку, центр, просто у меня подозрение, что там в группировке центр что-то готовится, раз туда пришел Иванаев. Какое-то наступление, я не знаю что, но там что-то должно произойти. Закончился этот 40-дневный так называемый план Зеленского о принуждении к миру. Да, принуждение к переговорам о мире с позиции силы. Видимо, биография Зеленского свидетельствует о том, что как человек, его основные, так сказать, соображения о жизни, о том, что как люди взаимодействуют, сформировалось давным-давно в шоу-бизнесе. И он, как актер, постоянно работает на какого-то зрителя. На одного, на двух, на группу лиц, на народ, но он всегда на кого-то работает. То есть он свои заявления делает для Трампа, он свои заявления делает для избирателей украинских, для европейских политиков, для союзников, для армии. Но это все... Это кошки дерутся или... Кошки. Не мушка это... Это оттуда, откуда. Но это всегда не военные действия, это всегда публичные заявления пиар. Поэтому главная ошибка Зеленского в этом, что он публично произнес слово в эфире «принуждение». План по принуждению. Как только ты противнику объявляешь публично «я тебя буду принуждать», ты точно так же должен знать, что противник немедленно тебе чем-то ответит. Он тем самым вынуждает российскую армию отвечать на этот план принуждения военными средствами. И результат неоднозначный. Это текучая сфера экономики. Ее так не остановишь, как, допустим, вот, сталелитейное предприятие грохнуло, и ее надо год восстанавливать. Или, например, НПЗ, да? Они очень быстро начнут строить сейчас склады. Да, экономика на коленке, совершенно точно. Склады начнут строить в других местах. Они начнут забирать товары со складов своих клиентов непосредственно и так далее. То есть все перестроится. Это не та сфера, в которой, ударами по которой можно Путина к чему-то принудить. Но, тем не менее, несомненные успехи. Мы это констатируем. Так же, как и частичный паралич движение судов в Азовском море. Ну и удары по черноморским портам и кораблям в Черном море. Почти без зазора во времени, почти немедленно российская армия начала ответную кампанию. В результате к концу этих 40 дней парализована внешняя морская торговля Украины. В отличие от России, у которой есть морские порты там, на севере, на Балтийском море, на Дальнем Востоке и еще огромная, так сказать, торговля по железным дорогам к соседям в Китай, например. Да? В отличие от России, Украины морская торговля – это бутылочное горлышко. Несколько портов так называемой Большой Одессы. Да? То есть все, больше нет ничего. А морской транспорт, самое главное, по грузоподъемности. Он поднимает, один сухогруз поднимает огромное количество контейнеров, несопоставимо ни с какой железной дорогой. Закрыть вывоз зерна железнодорожными перевозками невозможно.
И вот уже рассказывают, ну не рассказывают, а заявление следует от Ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Украины. Уже заявляют представители сталелитейных предприятий, горнообогатительных предприятий о том, что они могут прекратить свою работу в ближайшее время, потому что вывозить нечем. Это могучий удар по украинской экономике. Есть такое суждение, по-другому не назову, да, суждение, что а зачем нам вот эти все сталелитейные заводы, продавать пшеницу, деньги-то из Европы все равно поступают. Мы все эти проблемы закроем поступлением средств из Западной Европы. И все, можно вообще остановить всю экономику и будем жить. Это глубочайшая ошибка, потому что на экономику завязаны люди живые, конкретно, которые там вот от этого сельского хозяйства получают не просто прибыль, а зарплату, так же точно, как и в промышленности, сталелитейных предприятиях. Ну, все. Это никак нельзя назвать такими отраслями, которые давайте плюнем, закроем и больше вспоминать о них не будем. Ничего подобного. Это важнейший такой участок борьбы. И вот он парализован на 3/4. Четверть – это железные дороги и автомобильный транспорт. Как мы оценим результат этой 40-дневной кампании в результате? С плюсом или с минусом подошел Зеленский к концу этого срока? На мой взгляд, совсем не очевидно, что он победил в этом деле. Дальше возможны договоренности. Потому что и Российская Федерация заинтересована в вывозе сельскохозяйственной продукции, ну, зерна в первую очередь, через Новороссийск. Так же уж точно, как и украинские производители зерна. Правительство и там, сам, собственно говоря, через своих уполномоченных Зеленский с Путиным могут возобновить зерновое соглашение, чтобы не трогать корабли друг друга. Это все, но это не принуждение, это взаимное согласие. В процессе вот этого кампании ответных ударов по Украине вот за эти же 40 дней российское командование стало наращивать количество баллистических ракет в одном налете. И ответом, по сути, на эти 40 дней, в последний 40-й день, стал вот этот удар по Киеву, мощнейший, один из мощнейших, в котором были применены дефицитные, очень дорогие ракеты «Циркон». Что вот, мол, какие есть вещи, с которыми ты никогда не справишься. На, получи. Вот это 40 дней. На этом ставим точку. Это такой вот непубличный ответ. На самом деле, в последний день, вот 40-й этой всей кампании, Подоляк на оппозиционном канале, всего лишь помощник, не министр, не официальное лицо, высказал некое предложение. Давайте прекратим воздушные налеты, там, бомбардировки энергетики друг друга и так далее. Все. И это вот и есть результат. То есть получается, что даже не Министерство иностранных дел по тайным каналам, там, через посредников... Ну, может быть, они сделали. Это же тайные каналы. Ну, невозможно же двумя каналами слать, публичным и тайным, слать одно и то же послание. Я тебе, значит, через посредников, через Министерство иностранных дел тайное письмо шлю. Ну и заодно вот пусть Подоляк... Именно так и делается. Сообщение СМС, факсом, звонками и на электронную почту одно и то же сообщение. Чтобы какое-то дошло. Ну, так делают люди. Это люди так делают. В дипломатии так не принято. Есть одно письмо, в котором сформулировано официальное предложение государства, другому государству. Наши предложения такие-то. Вводная часть, констатирующая часть и заключительная часть. Мы же знаем, как Украина любит публичную политику, так публичное вот обращение. Да. Она через этого советника передала публичное обращение, передала и не публичное. Ну, о чем я тебе и сказал. Хотели бы по-настоящему надавить, бомбили бы молча. А в конце этой кампании бомбежки сказали: слушай, ситуация изменилась, предлагаем вот такие изменения. Тайно бы гораздо проще было договориться. Здесь никто не несет морального ущерба. Никто никого не принуждает при лицом публики взять свои слова назад, согласиться на какой-то компромисс и так далее. Все гораздо проще. И как только ты переходишь в публичную плоскость, ты ставишь противника в ситуацию, в которой он никогда с тобой не согласится. У этого плана появилось ожидаемое продолжение. Зеленский выступил буквально через сутки там, и сказал, что будет стремиться теперь Россию заставить прекратить военные действия
до зимы. Ну, то есть был план 40 дней, теперь 120 дней. Все, впереди. В общем, можно было ничего не объявлять. Генштаб ВСУ объявил количество авиабомб, которые были сброшены в июле. Да. На украинские позиции и на различные объекты в ближнем и среднем тылу упало 8300 авиабомб. Ну, я не думаю, что это прям такое ровное число, наверное, приблизительно. Но это абсолютный рекорд. О чем это говорит? О том, что развивается производство, и на это сделана ставка. То есть беспилотники беспилотниками, но авиабомбы, корректируемые авиабомбы, весьма точные, между прочим, остаются главным средством поражения в ближнем тылу и в среднем тылу. Главное, до 150 километров уже летают. И никакие беспилотники им конкуренцию составить не могут. Они и дешевле в производстве, и намного мощнее. И удары у них, точнее, это тот вид оружия, которому Украина противопоставить практически ничего не может на сегодня. Там есть, конечно, французские авиабомбы, есть какое-то количество, есть еще и американские, но из-за того, что самих самолетов на Украине немного, его применять в таком объеме они не могут. Когда кончатся эти авиабомбы? Никогда. Они, наоборот, производятся на заводах все больше и больше. Они прямо, вот если по статистике судить, они поступают на фронт прямо с заводов сразу же. То есть там не запасами живет армия, а ровно тем, что прямо на заводах делается и тут же прямо в бой бросается. Видел сообщение, что Трамп отчитал министра войны Пита Хексета за то, что недостаточно производится боеприпасов. Да, у них эта проблема, она стала ясна только после того, как они с Ираном в драку влезли. Конечно, и мы уже знаем, что и Зеленский пострадал, ну не Зеленский, а вообще Украина, да, ВСУ, потому что у них главная задача получить боеприпасы. Среди них самые дефицитные боеприпасы – это противоракеты для Патриот, а ничего нет. Он приехал к Трампу, и Трамп, противоположно тому, что он совсем недавно обещал, и мы об этом рассказывали прямо вот в недавних выпусках, ему сказал, что все, братец, оружия нет. Так. Европа это не производит. Ты знаешь, есть такая лицензия у Польши. И гораздо раньше эту лицензию на производство этих боеприпасов зенитных получила Германия. Вот по их планам через 4 года только они начнут их выпускать. Все очень не спеша разворачивается. Чем закончилась вообще вся эта поездка Зеленского, встреча с Трампом? Трамп ему в глаза объявил, что он ему не даст ракет, а только что обещал лицензию. Да. Но он как ее пообещал? Он сказал, что я дам тебе лицензию, правда, с компаниями, которые владеют секретами производства. Я еще это не согласовывал. И тут вдруг выясняется, что компании, обладатели технологиями производства, самые важные части, наводящимися боеголовками, которые сбивают ракеты, да, отказались передать это Зеленскому. И вопрос не то, что повис, он просто обрушился сразу. Не может Трамп их заставить, я вам приказываю. Понимаешь, это их частная собственность, право на технологии. Он отказал ему в ракетах, и он отказал во встрече с Маском. Вернее, Маск отказался с ним встречаться. Очень интересный момент. Помнишь, мы говорили только что о том, что если беспилотники станут реактивными, пролетать через ПВО будет намного больше, и они будут гораздо больше количестве падать на цели, и стоимость одного попадания сразу упадет резко. Не через ПВО имеется в виду, а через мобильные огневые группы. Ну, в том числе, да, как через ПВО. Которые не могут заработать как ПВО противоракетные. Да, точно, да. И вот сейчас это происходит. Вот уже по статистике этой недели количество ударов России сокращается, а количество попаданий по целям увеличивается. Прямо за счет этих самых Герани-4, 5, Бандероль и так далее. Все. Возникла идея. Эта идея, даже не знаю, я пытался найти источник, то ли она украинская, то ли западные военные предложили, что можно не сбивать ракеты, а можно наносить удары по самим комплексам ракетным, по точкам запуска. Вот по этим машинам, которые Искандеры возят.
с которых он стартует. Но для этого надо очень-очень точно попадать по целям прямо в глубине территории России. Как это обеспечить? И вот Зеленский едет к Трампу и просит его предоставить ему возможность включить Starlink на всей территории России, чтобы украинские дроны управлялись сверхточно Starlink'ом, чтобы они могли, сами операторы, видеть в мельчайших деталях все, не поле боя, а там глубокие тылы, выискивать там вот эти вот «Искандеры» комплексы и наносить по ним удары, чтобы «Искандеры» не могли стрелять по Украине, а не в воздухе уже сбивать уже летящие ракеты. Идея продуктивная, но вопрос замыкается опять на то, что ядерная доктрина, это же можно теперь таким способом атаковать совершенно неожиданно и те объекты в глубине России, которые относятся к ядерному комплексу. А с другой стороны, кому принадлежит Starlink? Это же не собственность Соединенных Штатов, правительство Соединенных Штатов. Это частное лицо. Фамилия его Маск, зовут его Илон. Он должен решать этот вопрос, и он сказал Зеленскому, что хорошо, я могу это сделать, включить Starlink над Россией. И если мне Трамп скажет, Зеленский приехал к Трампу, и Трамп отказал. То есть это серьезный момент, ведь Трамп понимает, что если он сейчас включит Starlink над всей территорией России для украинцев, это может быть расценено как прямо действие, направленное против ядерного комплекса России. Замыкается все. То есть очень много всплывает подробностей, которые совсем не так эту идею показывают уже. Первоначальная идея была интересная, да, на территории России уничтожать ракетные комплексы. А теперь получается, что нет. Почему, по моему мнению, этот вопрос так резко сейчас прямо встал? Эффективность ПВО России просела с 94 до 88%. То есть сбивали 94 из 100, сейчас 88 из 100. Это связано там с тем, что в том числе истощаются зенитные ракеты. Их меньше становится. А вот эффективность противовоздушной обороны Украины просела с 68-64% до 54%. Резко прямо. Уже из 100 сбивают половину. Почему? Вообще закончились ракеты. Вот о чем и есть. И именно это и стало причиной. Сразу очевидно стало, что вот эти налеты на Киев, они вообще безнаказанные. То есть российская армия бомбит там, где хочет, в том месте, где хочет, и в то время, где хочет. И те объекты, которые хочет, выбирает. Там нет уже вопроса, сколько пролетит, сколько не пролетит. Сколько надо, столько и пролетит. Вот это вот самое главное. Поэтому-то он и поехал к Трампу. Что там с Гренландией? Произошло событие, которое мы можем отнести к разряду курьезов. Но это реальное событие в военной сфере. Дания начала мобилизационные мероприятия, связанные с угрозами Трампа захватить Гренландию. 1600 человек будут служить, вот сейчас проходить военную службу по удлиненной программе. Так-то в армии Дании 4 месяца служат, а теперь будут служить 11 месяцев. Но мы помним, как датчане выпустили спецназ, который должен был заминировать единственные там 2 взлетно-посадочные полосы, чтобы Америка. То есть они лыком не шиты. Я уважаю датчан, на самом деле. Поэтому вот это немножко такая смешная новость. А с другой стороны, ведь они же дают Трампу понять, что будут сражаться. Нет, он опять потребовал Гренландию себе. И он сказал, что он надеется, что до конца своего президентства он Гренландию сделает очередным штатом. Поэтому они приняли такое решение. В общем, они сигнализируют Трампу, что будем сражаться. Может быть, мы и проиграем, но вот без боя мы не сдадимся. Молодцы. Когда мы говорим о успешной кампании атак на корабли в Азовском и Черном морях, украинских, мы должны вспомнить сразу, что у России, у Советского Союза был огромный опыт сопровождения больших очень конвоев, особенно британские конвои, которые сопровождали, британские флоты, американские сопровождали конвои в полярных широтах, которые шли по ленд-лизу, везли оружие в Мурманск, в Архангельск и так далее.
Это все достаточно было просто вспомнить, чтобы организовать просто оборону танкеров и сухогрузов в Азовском море. В принципе, но не вспомнили. Сейчас будет заново вспоминать. В связи с этим я предлагаю интересный эпизод в истории, который мне поначалу показался выдумкой. Так не бывает по жизни. Но оказалось, что я спросил непосредственно у участника, и оказалось, что так оно и есть. Это связано с сопровождением знаменитого каравана ПК-17, который вез оружие в Мурманск и Архангельск, потом позднее подвергся нападениям немецкой авиации, юнкерсов и подводных лодок. Самый несчастливый конвой за всю историю, огромное количество потерь, там 2/3 кораблей погибло. И, в общем, немецкая авиация и подводные лодки базировались во фьордах Норвегии, оттуда вылетали, значит, на перерез, бомбили эти караваны. Ну и, конечно, это была трагедия. Об этом очень много писали потом после войны, об этом не Советский Союз, а именно бывшие союзники, американцы, англичане написали книги, фильмы снимались. В общем, очень громкая история. И вот эта история, о которой я говорю, она произошла уже у нас. Александр Моисеевич Городницкий, знаменитый бард, ученый, человек, легенда, участвовал в мемориальном мероприятии. Это поход научного судна «Сенеж» океанографического на место гибели каравана ПК-17 с тем, чтобы там отдать дань памяти погибшим морякам, спустить венки на воду. И в нем участвовали выжившие, до сих пор жившие ветераны этого похода знаменитого. И советские моряки, которые встречали англичан с той стороны, и, собственно говоря, люди, которые прямо из пулеметов отстреливались там от немецких юнкерсов на палубах кораблей, канадец, британец, американец. И неожиданным образом там оказался Хай Херман. Это командир отряда бомбардировщиков «Юнкерс», который, собственно, бомбил ПК-17. Он сказал, что он считает своим долгом тоже принять участие в этих мероприятиях, отдать дань памяти. Это как бы такое примирение спустя многие годы, да? И они отправились туда. Значит, кто посмотрит на фотографию Хая Херман, он поймет, что это классический образец вот такого, хотя большой начальник был, показывал своим подчиненным, как надо действовать, и свой личный пример. Я могу только сказать, что, конечно, я благодарен судьбе за то, что она меня свела с Александром Моисеевичем. Я чрезвычайно уважаю этого человека и знаю, что он врать никогда не станет. Это чрезвычайно добросовестный ученый. Я его спросил: Александр Моисеевич, это больно похоже на сказку, все, что я прочитал. Он сказал: нет, Валера, это так и было. И рассказав в таких подробностях, а дальше вот такая история. Они приходят туда на место. Выстроились на борту, все старики в форме, надели медали. Хай Херман вышел, встал на фланге в абсолютно черном костюме, без единой медали, конечно, нельзя, немецкие ордена надевать, да, хотя он был награжден рыцарским крестом с дубовыми, листьями. И вот он, стоит, они отдали дань памяти, венки спустили, там печальная мелодия, все. Но перед этим, когда они туда шли, он каким-то образом с Городницким сошелся. Не то, чтобы они друзьями стали, но приятельствовали, выпивали, разговаривали, вспоминали войну, там все. А Александр Моисеевич все-таки блокадник, как ни крути, понимаешь? Пережил блокаду Ленинграда. И какие-то теплые чувства между ними возникли. В общем, спустя столько лет уже и немец сказал, что все кончено, там, так далее. Они заканчивают это, все плывут назад, и здесь Хай Херман узнает, что Александр Моисеевич еврей. И он так был шокирован и расстроен этим фактом. Он сказал: Алекс, может быть, ты не полный еврей, может быть, на четверть. У тебя папа был не еврей, там мама, наполовиночку. На что ему Александр Моисеевич вообще сказал: слушай, Хай, твой Геринг, а он был любимчиком Геринга, который его протежировал. Твой Геринг
никогда не спрашивал, там человек на четверти или еврей, или наполовину. Просто всех отправляли в концлагеря, и все. А сейчас ты меня спрашиваешь, может быть, если я окажусь на четверть евреем, тебе будет легче пережить эту тяжелую ситуацию. Тот заперся, выпил крепко, заперся в каюте у себя и не выходил несколько дней. Вот так вот изуверская, нечеловеческая идеология живет внутри человека и потом вдруг просыпается спустя много лет. Хотя все уже в руинах, закончилось это... Та Германия 1933 года, все построили новый мир уже, да, и он сам уже совсем мирную профессию приобрел, так сказать, создал семью, у него дети родились. И спустя столько лет. Вот что такое идеология? Как она живет в человеке? Я говорю, ну не может быть. Он говорит, так и было на самом деле. Он страшно расстроился, он считал, что я его друг, и только выяснилось, что он мне друг еврей. Просто когда ты сказала, что этот немец решил принять участие в этих мероприятиях, отдать почести, я про себя тогда подумал, может, он решил отдать почести своим ребятам. После этого рассказа такое ощущение, что, может быть, он действительно, на самом деле, про себя думал, что ребята боевые товарищи. Он сказал ему, они объяснились, он сказал, что он готов был отдать дань памяти русским морякам, американцам, англичанам. Он никак не думал, что он будет отдавать дань памяти еврею. Понимаешь? Вот такая вот история. Очень поучительная, чрезвычайно. У Александра Моисеевича просто вот, история в его жизни, которая больше похожа на легенды и мифы, абсолютно реальные. Прям его биография набита такими историями. Вот я очень хотел об этом рассказать, чтобы вы все понимали, что идеология, которая сидит в человеке, и которая сейчас руководит украинцами и российской армией на фронте, просто так не уходит. Она будет жить в людях и в детях, которые передадут, которым родители передадут свои убеждения в будущем, десятилетиями впереди. Ну, на этом у нас выпуск завершается. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем, кто нас сейчас смотрел. Искренне надеемся, что сегодняшний обзор и те истории, которые вы услышали, вам были интересны. Ждем следующих встреч. Да, всем пока. До свидания.